Привет! В этом видео будем учиться вязать бабушкин квадрат с кругом внутри. Я вам покажу, как меняю цвета, прячу кончики и в будущем свяжем с вами сумку из этих мотивов. Нам понадобится пряжа разных цветов. У меня это Alize Cotton Gold номер 616, 98, 99, 161 и номер 15. Так как данные мотивы я вяжу для будущей сумки, буду вязать в 2 нити крючком 3,5 мм. Также нам понадобятся ножницы и иголки. В 2 нити я всегда вяжу из одного мотка, вторую нить вытаскиваю изнутри. Вяжем кольцо из 5 воздушных петель. Начальную петлю я не затягиваю, я ее считаю уже как за одну воздушную петлю. Это у меня первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Соединяем в кольцо. Я соединяю вот в начальную петлю, которая не затянула. Начинаем вязать первый ряд, и вместо 3 воздушных петель я провязываю всегда своим способом первый столбик с накидом. Более подробно смотрите в 6-м уроке. Я делаю сразу в кольцо столбик без накида и в перемычку провязываю столбик без накида еще один. И этим самым у меня получился столбик с накидом. Это вместо 3 воздушных петель. Далее провязываю одну воздушную петлю и снова в кольцо столбик с накидом. И так чередуем: 1 воздушная петля, столбик с накидом. 1 воздушная петля, столбик с накидом. В итоге у нас должно получиться 12 столбиков с накидом. Вяжем так до конца. Связали 12 столбиков. Теперь делаем 1 воздушную и соединяем соединительным столбиком в наш первый столбик. Первый ряд готов. Я сразу убираю кончики. Мы подтягиваем наше колечко, берем иголку и сразу я заправляю кончик. Все, мы так продели сантиметра на 2 по кругу, и можно обрезать. Готово. Закрепляем нить, обрезаем сантиметров, примерно сантиметров на 7 я обрезаю. Здесь хорошо затягиваем. Сейчас будем присоединять нить, и прежде чем присоединить, делаем начальную петлю. Хорошо ее затягиваем. Готова наша начальная петля. И присоединяться будем в любом месте, можно, где вам удобно, между столбиками, то есть в арочку. Я вставляю крючок, свободный конец от начальной петли у меня смотрит влево. И я сейчас буду провязывать столбик без накида. Я вставила крючок, захватила нить и вытащила ее. На крючке у меня образовалось 2 петли, и провязываю их вместе. Свободный конец хорошо подтягиваю. Вот так я присоединила нить. И сейчас мы с вами будем вязать 2 столбика с накидом с одним основанием и одной вершиной. Я провязываю 1 воздушную петлю, эту же арочку провязываю столбик с накидом. Спрячу эту ниточку вот таким способом. Поворачиваю изнаночной стороной к себе и вставляю крючок за задние стенки. Сверху вниз 1 и сверху вниз 2 раз, 3. И вот этот хвостик сейчас продену сквозь все эти петельки
мы провели нить сквозь полупетли, то есть она у нас внутри цепочки сейчас. И в следующую арку 2 столбика с накидом, с одним основанием и одной вершиной. Более подробно мы этот элемент изучали в супер ровном крае в моих предыдущих уроках при вязании столбиков с накидом. Делаем 2 воздушные петли и в арочку провязываем 2 столбика с накидом, с одним основанием и одной вершиной. Далее эту ниточку мы с вами оставляем, а эту ниточку также спрячем внутри цепочки. Эту ниточку мы оставим, делаем 2 воздушные петли и продолжаем вязать 2 столбика с накидом, с одним основанием и одной вершиной до конца. То есть мы делаем 2 воздушные петли и затем этот элемент провязываем в арку. И так вяжем до конца ряда. В конце ряда делаем 2 воздушных и присоединяем вершину нашего элемента. Закрепим нить и обрежем сантиметров на 7. Вытаскиваем и здесь затягиваем хорошо. Второй ряд готов, и я сразу буду прятать кончики. В эту сторону мы протянули сразу, когда вязали нити. Теперь в обратную сторону я протягиваю точно так же, в этом же порядке, только иголкой. И обрезаем наш кончик. Он теперь никуда не денется. Вторую ниточку прячем точно так же. Хорошо так подтягиваем, распрямляем все. И после этого обрезаем. Все, ниточки наши спрятаны, ничего нигде не видно. Чтобы приступить к третьему ряду, мы также делаем начальную петлю, подтягиваем ее хорошо. И в любом месте, где вам удобно, присоединяем нашу нить. Свободный конец смотрит влево, подхватываем нить, провязываем столбик без накида. Готово. Здесь подтянули хвостик. В третьем ряду будем провязывать 3 столбика с накидом в одно основание. Я делаю одну воздушную петлю и так же, как и всегда, в перемычку вяжу еще один столбик без накида и провязываю в эту же арку еще 2 столбика с накидом. Далее я точно так же буду прятать все кончики. Мы пропустили наш кончик вовнутрь цепочки, и теперь в каждую арочку мы будем провязывать по 3 столбика с одним накидом. И так до конца ряда. Прячем нашу светлую нить точно таким же способом вовнутрь цепочки. Почему я так делаю? Потому что если не прятать вовнутрь цепочки, то остается между столбиками, вот здесь, если она проходит, у нас остается такая некрасивая нить. Ее всегда видно, и мне это не нравится. И поэтому вот я прячу вот так вовнутрь цепочки. Меня это устраивает. И продолжаем вязать. Довязав до конца, мы соединяем с первым столбиком. Соединили, закрепили нить, обрезали, вытащили.
Третий ряд готов. Не пугайтесь, что он вот так закрутился. В четвертом ряду сейчас все у нас встанет на свои места. И как обычно, я всегда прячу ниточки сразу. Подтянули, распрямили и обрезали нить. Чтобы приступить к четвертому ряду, сделали начальную петлю. И также в любом месте, где вам нравится, присоединяйте. Свободный конец в левую сторону смотрит. Не забываем. Делаем воздушную петлю в перемычку, я привязываю столбик без накида. И в эту же арочку провязываем еще 2 столбика с накидом. И точно так же, как в прошлых рядах, я прячу ниточку. Сейчас мы вяжем в следующую арочку 3 столбика с накидом. А сейчас, внимание, мы будем вязать уголок. В уголке у нас будут присутствовать патентные столбики. Сейчас покажу, как их вяжут. Делаем накид, захватываем нить, на крючке 3 петли, захватываем нить, провязываем сначала 1 петлю и затем стандартным способом, как столбик с накидом, 2 петли и 2 петли. Делаем накид, захватываем нить и провязываем сначала через 1 петлю, затем через 2 петли и еще через 2 петли. Делаем накид, захватываем нить, на крючке 3 петли через 1 нить, затем через 2 нити и еще через 2 нити. И так делаем 3 патентных столбика. Затем делаем 2 воздушные петли и провязываем в эту же арочку еще 3 патентных столбика с накидом. Захватили через 1, через 2 и еще через 2 провязали. Сделали накид, захватили нить, провязали через 1, через 2 и еще через 2. И последний столбик. Захватили нить через 1, через 2 и еще через 2. Патентный столбик отличается от столбика с накидом одним движением. И он получается выше, чем столбик с накидом. Далее провязываем в 2 следующие арки по 3 столбика с накидом. Обычный столбик. Вяжем наш угол патентными столбиками. Сначала провязываем через 1 нить, через 2 и снова через 2 петли. Так вяжем 3 патентных столбика. Затем вяжем 2 воздушные петли и снова в эту же арочку вяжем 3 патентных столбика. Второй угол у нас готов. Затем в 2 следующие арки провязываем по 3 столбика с накидом. Далее будем провязывать снова уголок. Также из патентных столбиков. В 2 арки снова по 3 столбика с накидом. И снова вяжем угол из патентных столбиков. Три патентных столбика, 2 воздушные петли и далее в эту же арку еще делаем 3 патентных столбика. И закрепляем нить одной воздушной петлей, отрезаем, вытягиваем, затягиваем. Наш четвертый ряд готов. Мы прячем кончики сразу, подтягиваем конец и в обратном порядке, так же как мы его сюда продевали, мы его прячем, чтобы с этой стороны тоже иголка не выходила.
Подтягиваем и обрезаем. Приступаем к пятому ряду. Чтобы начать пятый ряд, мы точно так же делаем начальную петлю, хорошо ее подтягиваем и прикрепляем там, где вы захотите. Свободный конец у нас смотрит влево. Подтянули, делаю одну воздушную, в перемычку провязываю столбик без накида, наш столбик готов, заменяющий столбик с накидом. И сюда же я провязываю еще 2 столбика с накидом. Далее прячу ниточку вовнутрь цепочки, спрятали. В следующую арку 3 столбика с накидом. Далее у нас идет угол. В угол мы провязываем обычные столбики с накидом. Мы провязали 3 столбика с накидом, делаем 2 воздушные петли, ниточку нашу оставляем, и в эту же арочку мы еще провяжем 3 столбика с накидом. Обычные столбики с накидом, не патентные. Патентные мы провязываем только в 4-м ряду. Далее в 3 арочки мы будем провязывать по 3 столбика с накидом до нашего угла. Дошли до угла и провязываем 3 столбика с накидом, 2 воздушные и снова 3 столбика с накидом в эту же арку. Я сейчас сразу спрячу ниточки и провязываем по 3 столбика с накидом. Ниточку оставляем. И также 3 столбика с накидом, 2 воздушные и снова 3 столбика с накидом в одну арку. Угол также 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли и снова 3 столбика с накидом. И в последнюю арку 3 столбика с накидом. Соединяем наш ряд с первым столбиком. Подтянули, закрепили нить, обрезали, вытащили, готово, подтянули. И также прячем сразу нити. Все, подтянули, обрезали. Также вторую нить подтянем сначала ее. Пятый ряд у нас готов. Если нужен квадрат больше, мы вяжем точно так же. Уголок у нас идет из 3 столбиков с накидом, 2 воздушные, 3 столбика с накидом, и в каждую арочку мы провязываем по 3 столбика с накидом. Уголок повторяется также. И с каждым рядом у нас будет прибавляться количество арочек и количество вот таких вот столбиков между углами. У меня в мотивах для моей сумки будет 6 рядов. Почему я здесь не провязала 6-й ряд? Потому что я буду при вязании последнего 6-го ряда соединять мотивы сразу между собой. Это я вам покажу в следующем видео. Если вы будете вязать сумку также вместе со мной, вяжем вот таких мотивов без крайнего последнего ряда 18 мотивов и 1 мотив уже готовый с цветом вашей сумки. У меня цвет сумки будет вот такой, как мой 6-й ряд, основной цвет. И получается 18 я свяжу вот таких мотивов, и в следующем видео будем с вами их соединять все между собой.
мы с вами продолжаем вязать сумку из мотивов «Бабушкин квадрат». Покажу и расскажу, как сразу соединять мотивы при вязании последнего ряда. Соединение всех мотивов будет выглядеть вот так, как показано на рисунке. Сейчас я вам все пошагово объясню и покажу. Мы с вами связали 18 мотивов без последнего ряда, и один мотив у нас уже связан полностью. Сейчас соединим эти два мотива. Я делаю начальную петлю, и все мотивы без исключения будут начинаться с блока 3 столбиков с накидом и одной воздушной петлей. Вместо 3 воздушных петель я по-своему вяжу первый столбик с накидом. Затем обычным способом вяжу еще 2 столбика с накидом. Делаю одну воздушную петлю. Берем наш единственный готовый мотив и к нему сейчас будем присоединять второй. Будьте внимательны, у мотивов есть изнаночная и лицевая сторона. Соединяем мы с лицевой стороны. В угол мотива вводим крючок, цепляем нить и провязываем соединительный столбик или полустолбик без накида. Затем вяжем одну воздушную петлю. Далее в угол второго мотива вяжем блок из 3 столбиков с накидом. Затем снова соединяем с первым мотивом, вставляем крючок в арку между двумя блоками и вяжем полустолбик без накида. И обязательно одну воздушную петлю. Далее также в арку, только уже второго мотива, вяжем блок из 3 столбиков с накидом. И снова в арку между двумя следующими блоками первого мотива вводим крючок и вяжем соединительный столбик. Не забываем про одну воздушную петлю. И все повторяется. В арку второго мотива вяжем блок из 3 столбиков с накидом. И затем соединяем с первым мотивом. Когда довязали до угла, в угол второго мотива вяжем блок из 3 столбиков с накидом. Обязательно в каждом углу делаем после блока одну воздушную петлю и соединяем с первым мотивом тоже в угол соединительным столбиком. Затем вяжем одну воздушную петлю и в угол вяжем блок из 3 столбиков с накидом.
Далее в каждую арку вяжем по 3 столбика с накидом. И в каждом углу между блоками вяжем 2 воздушные петли. И так до конца ряда. В конце в первый столбик вяжем соединительный столбик, тем самым соединяя начало и конец ряда. Вот такое красивое соединение у нас получилось. И с изнаночной стороны, и с лицевой выглядит почти одинаково. Сейчас покажу вам, как выглядят наши соединения на схеме. Один мотив у меня нарисован черным, второй мотив я рисую оранжевым. Мы сделали блок из 3 столбиков с накидом, плюс 1 воздушная петля. Далее соединительным столбиком присоединяемся в угол нашего второго мотива. Далее делаем 1 воздушную петлю и в угол нижнего мотива вяжем блок из 3 столбиков с накидом. Далее присоединяемся в арку между блоками с 3 столбиками с накидом, вяжем 1 воздушную петлю и в нижний мотив вяжем блок из 3 столбиков с накидом. Далее присоединяемся снова в арку верхнего мотива соединительным столбиком плюс 1 воздушная. Далее в арку нижнего мотива вяжем блок из 3 столбиков с накидом. Далее в верхний мотив присоединяемся с соединительным столбиком, вяжем 1 воздушную петлю. Далее в нижний мотив провязываем блок из 3 столбиков с накидом. Затем в верхний мотив соединяемся, провязываем 1 воздушную петлю и в нижний мотив вяжем блок из 3 столбиков с накидом. Затем снова в верхний мотив присоединяемся, вяжем 1 воздушную петлю и вяжем в угол 3 столбика с накидом. И теперь обязательно в каждом углу после блока провязываем 1 воздушную петлю. Далее присоединяемся в верхний мотив соединительным столбиком и также провязываем 1 воздушную петлю. И вяжем в угол нижнего мотива блок из 3 столбиков с накидом. Присоединяем третий мотив. Я уже связала в угол мотива 3 столбика с накидом и 1 воздушную петлю. И присоединяем в угол мотива. Вяжем полустолбик без накида. И 1 воздушную петлю. Далее в угол третьего мотива вяжем еще 3 столбика с накидом. И точно так же, как мы вязали и соединяли первые 2 мотива, вяжем и сейчас. Не забывайте, что все мотивы должны смотреть лицевой стороной кверху.
Не забываем про одну воздушную петлю. Как видите, я ее здесь не провязала. И в дальнейших соединениях именно в этом месте в видео у меня где-то не будет одной воздушной петли. Прошу прощения за мою невнимательность. Заметила это только при монтировании видео. Далее вяжем до конца ряда по 3 столбика с накидом в каждую арку. В угол 2 блока из 3 столбиков, между которыми вяжем 2 воздушные петли. В конце соединяем полустолбиком без накида в первый столбик с накидом. Нить закрепляем и обрезаем. Присоединяем 4-й мотив. В угол мотива вводим крючок и провязываем соединительный столбик. Не забываем про лицевую сторону. Плюс 1 воздушная петля. Далее в том же порядке вяжем и соединяем наш мотив до угла. После того, как в 4-й мотив в угол связали 3 столбика с накидом плюс 1 воздушную петлю, будем соединять в 2 угла. Сначала в угол правого нижнего мотива, затем в угол левого верхнего мотива. Соединили соединительными столбиками и вяжем 1 воздушную петлю. Далее в угол 4-го мотива вяжем 3 столбика с накидом. И снова в том же порядке, как и соединяли ранее мотивы, вяжем до конца ряда.
Соединили 4 мотива. Вот так выглядит середина. Сейчас будем соединять 5 и 6 мотив. Далее будем соединять поочередно 15 мотивов. Мы соединили с вами 15 мотивов. Сейчас будем вязать боковины сумки. Это одна боковина и с другой стороны напротив другая боковина, состоящие из 2 мотивов. Соединять будем вот таким образом. И затем второй мотив соединим ниже. Итак, приступим. Так как нам нужно соединить мотив по центру, начнем соединение со второго мотива справа. Точно так же начинаем от угла и влево соединяем мотив. Далее будем соединять с третьим мотивом, который у нас в центре. И затем с четвертым мотивом соединяем, если считать справа налево.
Следующий мотив соединяем по этому же принципу. Мы соединили с вами 19 мотивов. Сейчас померяем нашу сумку. 44 сантиметра. Если мерить середину сумки, не будем брать боковины, вышло 34 сантиметра. Это в ширину и в высоту 27,5 сантиметра и 22 сантиметра, если не брать дно. Начинаем вязать первый ряд, который вяжется по кругу. Первый ряд состоит из блоков 3 столбиков с накидом. Которые мы будем вязать в каждую арку предыдущего ряда. Сейчас снова блок из 3 столбиков с накидом. Далее еще 2 блока. А в угол мотива вяжем 1 столбик с накидом, 1 столбик с накидом между мотивами и еще 1 столбик с накидом в следующий угол мотива. Так мы вяжем до конца ряда. Связали последний блок из 3 столбиков с накидом. Соединяем полустолбика без накида в первый столбик с накидом. Наш первый ряд готов. Сейчас будем продолжать вязать второй ряд также по кругу. Я начинаю ряд с 1 столбика с накидом в арку предыдущего ряда. Далее в каждую арку предыдущего ряда вяжем блок из 3 столбиков с накидом. И так до конца ряда. Когда связали блок в последнюю арку, то в самую первую арку, куда мы уже связали 1 столбик с накидом, вяжем еще 2 столбика с накидом. Соединяем с первым столбиком, закрепляем нить и обрезаем. Закончили вязать второй ряд. Сейчас измерим, сколько сантиметров высота сумки на данный момент. Это 28,5 сантиметров с дном и 23,5 сантиметров до дна сумки. Далее я буду менять цвета. Вы как хотите, вяжите все одним цветом или так же, как и я, вяжите поочередно, меняя цвета. Вяжем третий ряд. Каждый столбик предыдущего ряда вяжем 1 столбик с накидом. Я, как и обычно, своим способом вяжу начальный столбик, плюс сразу прячу нить в середину цепочки. И вяжем до конца ряда столбики с накидом. Когда дошли до места соединения в предыдущем ряду, вот так, как я сейчас показываю, вязать не нужно, так как будет просвет между столбиками. Поэтому мы вяжем в соединительный столбик и в столбик с накидом незаконченные столбики с накидом и провязываем их с одной вершиной, этим самым закрывая просвет между столбиками. И так будем вязать в каждом ряду в месте соединения начала и конца предыдущего ряда. Вяжем 2 столбика с накидом одной вершиной и вяжем до конца ряда столбики с накидом. Соединяем ряд, закрепляем нить и обрезаем. Четвертый ряд вяжем точно так же, как и третий. Каждый столбик предыдущего ряда вяжем по 1 столбику с накидом. Соединяем ряд соединительным столбиком, закрепляем нить и обрезаем.
Пятый ряд вяжем идентично третьему и четвертому ряду. Каждый столбик предыдущего ряда вяжем один столбик с накидом. Соединяем, закрепляем нить и обрезаем. Шестой ряд будем вязать также по одному столбику с накидом в каждый столбик с накидом предыдущего ряда. Соединили ряд, закрепили нить и обрезали. Измерим высоту сумочки. 27,5 сантиметров до дна, сама стенка сумки. Я уже рассчитала место для ручек. Сейчас вам покажу, как это сделать. С середины мотива проводим линию. Только внимательно посмотрите, на каких столбиках я линию веду вверх. С двух сторон столбики будут разные. Точно так же делаем и с другой стороны. В итоге у нас между маркерами 35 столбиков с накидом. Это 19,5 сантиметров. Между боковых маркеров также 35 столбиков с накидом и 19,5 сантиметров. Седьмой ряд будем вязать столбиками без накида с воздушными петлями. Начинаем вязать с бока сумки. Вяжу столбик без накида. И далее вяжем столбики без накида до маркера. Снимаем маркер и в эту петлю вяжем соединительный столбик. Хорошо подтягиваем и вяжем цепочку из 35 воздушных петель. Далее убираем маркер и в эту петлю вяжем соединительный столбик. Хорошо подтягиваем, вяжем одну воздушную петлю и в каждый столбик предыдущего ряда вяжем столбик без накида до маркера. В месте соединения прошлого ряда также вяжем 2 столбика без накида с одной вершиной, чтобы не было просветов между столбиками. Убираем маркер и в этот столбик вяжем соединительный столбик. Хорошо подтягиваем и вяжем цепочку из 35 воздушных петель. И присоединяем на месте маркера соединительным столбиком. Делаем одну воздушную петлю и далее вяжем столбики без накида. Восьмой ряд вяжем также столбиками без накида
до соединительного столбика предыдущего ряда. Соединительный столбик мы пропускаем и вяжем в арку из 35 воздушных петель 35 столбиков без накида. Вот таким способом, оставляя цепочку внутри столбиков. Затем снова пропускаем соединительный столбик предыдущего ряда и вяжем 35 столбиков без накида. Пропускаем соединительный столбик и закрываем цепочку 35 столбиками без накида. Далее пропускаем соединительный столбик и довязываем до конца ряда столбики без накида. Соединяем ряд, закрепляем нить и обрезаем. Уже начали вырисовываться ручки, осталось совсем немного, и наша сумочка будет готова. 9 ряд я начинаю с закрепления нити нового цвета. И далее в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по одному столбику без накида. В месте соединения прошлого ряда также вяжу 2 столбика без накида с одной вершиной. Затем соединяем ряд. 10 ряд я начинаю с воздушной петли подъема. И в этот же столбик предыдущего ряда вяжу столбик без накида. И далее до конца ряда вяжем столбики без накида. Соединяем не в воздушную петлю, а в самый первый столбик без накида. Закрепляем нить и обрезаем. Одиннадцатый ряд вяжем идентично 10-му. В каждый столбик предыдущего ряда вяжем 1 столбик без накида. В конце соединяем ряд в первый столбик без накида. 12 ряд вяжем так же, как и предыдущие 2 ряда. Соединили, закрепили нить и обрезали. 13 и 14 ряды тоже вяжем столбиками без накида. В конце соединили нить, закрепили и обрезали. 15 ряд вяжу до конца ряда 1 столбик с накидом в каждый столбик предыдущего. И последний 16 ряд вяжем также столбиками без накида. Соединили ряд, закрепили нить, обрезали. Готовы наши ручки. Расстояние верха и низа ручек одинаковые. Вот такая замечательная сумка-шопер у нас связалась. Осталось заправить оставшиеся кончики нитей. Высота с ручками и дном 36 сантиметров. Без дна 31 сантиметр. Верх сумки 31 сантиметр. Если мерить по полотну, то 32 сантиметра. Спасибо большое, что смотрите мой канал. Ставьте пальцы вверх, если вам понравился мой мастер-класс. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Обязательно подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Всем пока! С вами была Аня Эльмарс.